Всем привет, меня зовут Игорь. Сегодня я приехал в небольшой городок провинциальный, называется он Освенцим. Да, это город находится возле того самого плачевного известного концлагеря с таким же названием. В общем, погуляем по городу. Город маленький, не совсем туристический. Вот, это даже интересней. Посмотрим. Начнем с центра. Уютная небольшая площадь, двух-трехэтажные домики, все аккуратно и очень по-европейски уютно. Площадь называется тоже рыночная, как в Кракове. Магазинчики, цветочки, в общем-то, все очень-очень даже. Костел Божьей Матери. Достаточно большой, по-моему, он даже больше, чем Мариатский костел в Кракове. И видно, что он состоит два молитвенных зала, один поменьше, второй большой. Должно быть сегодня открыто. Так, как я и думал, здесь два молитвенных зала, один маленький вот, и там дальше второй, но он сегодня закрыт. Белые стены, коричневые лавочки. Красиво. И возле костела граффити на стене: антисемитизм есть грех перед Богом и человечеством. И возле храма такой интересный забор. Очень необычная верхняя часть. Я иду с камерой, на меня даже внимания никто не обращает. И это хорошо. Этот дом отличается от других домов, и у него настежь открытая дверь. Двери, конечно, здесь и комментировать не нужно. На стенах надписи, стены уже облазят. Здесь шкафчик с бухлишком, ступеньки на второй этаж, какие-то коробки. Может быть, даже здесь никто не живет, то есть пока мне непонятно. Выход во двор, подвал, все открыто, мусор, двор, зеленая травка, да, живут здесь люди, вот сохнет одежда, велосипед, окно открыто. Странно это, конечно. В углу тележка. Прошел метров 40 по дороге, и, по-моему, там такая же жопа, как, ну, немного лучше. Двери, конечно. Пойду-ка я лучше дальше. Интересный факт, что в Польше практически нет никаких проблем с иммигрантами. То есть под иммигрантами я подразумеваю Сомали, Мамали и так далее. То есть когда-то Польша отказалась их принимать, и Евросоюз наложил на нее штраф, и она выплатила штраф, и в результате здесь вот этих всех или нет, или очень мало. И это есть очень хорошо. Через дорогу небольшой костел, открыт. Посмотрите, какая интересная ручка. Очень оригинально. Ножки молятся. Таре. Маленький храм. Чем дальше отдаляясь от центра, тем все интересней и интересней. Заброшенный дом. Никто не живет, но контейнеры для мусора стоят. Европа.
Дом старый, конечно. Обойду по протоптанной дорожке. И здесь открывается такой вид. И рядом еще один заброшенный дом, только побольше. И так тихо здесь, даже немного не по себе. Во дворе даже лавочка со столиком есть. Да. Мангал, на котором готовили шашлык. Здесь жила польская семья. В этом дворике играли дети. Но сейчас вот так вот. Здесь еще больше осознаешь, насколько в жизни все временно. Проходит время, и все превращается в то, что видим. Ладно, нужно где-то купить водички и двигаться дальше. А есть водичка минеральная? Минеральная водичка. Вода минеральна? Ватер, да. Маленькую. Нет, мало. Меньше. Угу. Куплю водички попить. О, дзвонкую. Не газована. Добре, добре. Скільки коштує? Золото 90. Ага. Лет на російській, лет. Років на українській, а на польській. Ринок. А, Сквер. Як точно називаємо? Ринок. тобто я вийду обійти і там... Так. Заброшенный довоенный район. Примерно так выглядел Освенцим до войны. Кстати, городу 800 лет, и он является одним из старейших городов Польши. Вторая мировая война, несомненно, самый трагичный период в истории города. Здесь был основан самый крупный концентрационный лагерь. Ну, тоже странно. Тут же разруха, и рядом офисное здание, автомобили. А здесь у нас довоенный туалет. А на втором этаже работают люди, возможно, офис. По правую сторону дом с такими вот балконами. Свернул ближе к дороге, и, честно говоря, я таких домов никогда не видел. Кирпичные дома без балконов, от них прямо каким-то холодом веет. Появился вопрос, вот сколько действительно лет этим домам? Здесь живут люди. Ух ты! Велосипед, коляска, бутылки из-под пиваса и дверь из прошлого. На этом я буду заканчивать свою прогулку по польскому городу Освенцим. Что успел, снял, показал. В общем, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки, пишите комментарии. Пока!